Всем привет, с вами МШ, Андрюха. Скажи, его голова. Чуть не уронил. Да, чуть не уронил Андрюху. В общем, я собираю велосипед, и сегодня мы отправляемся на такой эдакий велосталк, потому что пешком ходить долго, нудно, и я уже был в этом месте 5 лет назад. Оно называется Балтийская коса. Энное количество бункеров времен Первой мировой войны, Второй мировой войны, Холодной войны, поэтому оставайтесь, сегодня будет очень интересно, много чего посмотрим, нового интересного, природа, техноген, в общем, вот супер. Есть места на нашей планете, которые завлекают не только интересными заброшками или действующими объектами. В общем, написал я какой-то сложный пафосный текст, зачитывая который на камеру, я понял, что это будет смотреться абсолютно неестественно, поэтому немножечко отсебятины. Итак, за время своей жизни, особенно за последние несколько лет, я побывал во многих местах, посмотрел много чего интересного, видел различные красоты, видел различные виды. Но среди всех вот этих посещенных мест я хочу отдельно выделить географическую такую точечку под названием Балтийская коса. Удивительное сочетание заброшек различных исторических эпох, красивой природы и приграничной территории произвели на меня неизгладимое впечатление. В первый раз я побывал там в 2010 году. Тогда я еще не был блогером, у меня был всего-навсего фотоаппарат, и я отснял некоторое количество фотографий и даже сделал по этому видео уже в будущем, когда стал блогером. И в самом-самом начале где-то моего канала, еще в 2012 году, это видео было выложено под фоточки и мои рассказы об этом месте. Спустя 5 лет, в 2015 году, я вернулся туда, имея с собой уже и фотоаппарат, и объективы, и 2 камеры, и решил вживую показать вам красоты тех мест. Надеюсь, что меня смотрят люди, которые не только любят крутые абандоны типа Припяти, Чернобыльской зоны отчуждения, любят не только экшен, а имеют внутри себе также романтическую жилку и оценят по полной ту красоту, которую будет показана вам в этом и в следующем видео. На Балтийской косе я провел буквально несколько часов, но все-таки успел отснять 2 ролика. Первый из них, именно вот этот, будет посвящен форту Западный, а в следующем мы с вами ознакомимся с бывшей немецкой авиабазой Неутив. Но для начала я вам поведаю про Балтийскую косу, ибо она сама по себе является удивительным природным чудом. Узкая полоска суши шириной от 8 километров до нескольких сотен метров и длиной в 65 километров. 35 километров принадлежат России, а остальная часть находится на территории Польши. С восточной стороны косы находится Калининградский залив. С западной – Гданьский залив. Условно говоря, Балтийское море. В северной части косу разрезает Балтийский пролив. Там же находится город Балтийск с крупнейшей базой ВМФ России на Балтийском море. До Великой Отечественной все эти места принадлежали Германии. Поэтому на косе находятся различные объекты, принадлежащие к Первой, Второй мировым войнам, а также объекты Холодной войны. И даже объекты гораздо более старые, как, например, цитадель Пилау, строительство которой началось аж в 1626 году. В сочетании с изумительной природой, морем, кварцевым песком, соснами, полотном шиповника, это место влюбило меня с первого посещения и постоянно манит снова. Ну а пока давайте сделаем небольшой перерывчик в истории и в географии и посмотрим, как мы добирались от города Балтийск до форта Западный. Первым делом необходимо собрать велосипед, который немножечко ехал в разобранном состоянии. Ну, это как бы стандартная процедура, и благо его процесс сборки не отличается от процесса сборки моего велосипеда. Все то же самое. Так что колеса и поехали. Только надо дождаться парома. Об этом отдельная история. Наша задача попасть на участок Балтийской косы, отделенный от береговой, от материковой части проливом. В этом нам поможет паром. Ласковое имя, точнее не ласковое, паром называется Нида, его зовут. Но местные зовут его более ласково Гнида. Вот как раз его имя. Ну, буковку ГС вот никто не пытался пририсовать. И на том спасибо. Попрошайки приплыли, но хлеба у нас нету, незадача. Паром постройки 1971 года, старичок. Вот мы с вами, товарищи, отправились от пристани, а вдали на бетонном мосту стоят какие-то что-то похожее на зенитки. В общем, охрана вот этого пролива, типа того. Нам пробыть-то совсем копейки, на самом деле. Несколько там сотен метров, там полкилометра, и мы уже будем на том берегу. Такой вот вид открывается в обратную сторону. Я здесь скажу вам такой нюансик, что это Калининградский залив, и в нем находится польский город Эльблонг, то есть на польскую территорию этого Калининградского залива сюда могут попасть только через этот пролив, который принадлежит нам. Соответственно, сюда платят нам дань.
больше это не нравится, но деваться ей некуда. Незадача. Вдали виднеются всякие разные ангарчики, которые мы с вами сегодня посетим. Это еще от немцев все осталось. Билет 100 рублей стоит, кстати, на человека с велосипедом. И вот буквально минут 7 в дороге, и мы уже приплыли. Опускается аппарель, и сейчас мы рванем на участок Балтийской косы, который уже примыкает к Польше. Ля-ля-ля. На выходе меня ждала неожиданная встреча. Меня встретил один из моих подписчиков, который занимается историей тех мест, в которые я сейчас пойду. И он подарил мне, вот, знакомьтесь, как вас зовут? Вячеслав. Вячеслав подарил мне обалденный диск с очень интересным содержанием. Там, в принципе, все то, что я не знаю, и то, о чем я сейчас буду догадываться, когда буду ходить и гулять в этой косе. Поэтому огромное вам спасибо, жму руку. Полезную работу делаете. Ну, а мы немножечко притворим ее в видео. Под залог моих прав ребята взяли 2 велосипеда в прокат. Сейчас их обкатывают, да, выбирают. Я им так дал совет, чтобы прокатиться несколько кругов, ибо можно будет потом офигеть. Что-нибудь отвалится, что-нибудь не понравится, где-нибудь будет неудобно. Ну что, Андрюх, Ашанбайк? Ну а что ты хотел? Мне говорили, у меня Ашанбайк. Да после моего это вообще трактор какой-то. Чуть-чуть гнутые педали, здесь ездят слоны. Вон, кстати, запасное колесо зеленым пока что можешь взять. Да. Прокат сколько стоит? 90 рублей в час. Отлично. Спасибо моему товарищу, который мне подогнал велосипед погонять. Я тебе немножечко отбил эту стоимость поездки. Итак, ребята, первая точка на Балтийской косе, которую мы посетим, называется Форт Западный. Посмотрим его состояние на 2015 год. Форт Западный. Построен немцами в 1869-71 годах. Это время очень интересное само по себе, так как именно в годы постройки железный канцлер Отто фон Бисмарк занимался объединением десятков независимых государств с немецким населением в Германскую империю. Наступали времена Второго рейха. В эти же годы в Европе подходила к концу эпоха гладкоствольной артиллерии. Разрабатываемые виды нового нарезного оружия имели более высокую боевую мощь, и старые фортификационные сооружения уже оказывались несостоятельными перед ней. Построенная еще шведами морская крепость Пилау нуждалась в огневой поддержке с другой стороны современного Балтийского канала, тогда именовавшегося проливом Пилау. Для этого на его южном берегу и был построен Западный форт. Его основной задачей было перекрытие артиллерийским огнем Пилауского пролива в случае военных действий. Но прогресс не стоит на месте. В конце 80-х годов 19 века появляются фугасные снаряды с пироксилином вместо черного пороха. Существующая защита фортов из кирпичных стен и обваловки грунтом становится уже неспособна справиться с новыми снарядами. И форт Западный, ровно как и другие кёнигсбергские форты, начинают укреплять новым для того времени материалом – бетоном. Так как тогда его производили немного, то защищены им были в первую очередь пороховые склады и казармы. Также для защиты от воздействия газов, образующихся при взрыве фугасных снарядов, начали применять защитно-герметические двери. Теперь про сам форт. Он представляет из себя неправильный пятиугольник. Со стороны предполагаемого противника находятся 3 капонира для ведения флангового и косоприцельного огня с обеих сторон. Не углубляясь в теорию ведения артиллерийской битвы, вкратце скажу, что выше означенные артиллерийские удары являются более эффективными по сравнению с фронтальным огнем, когда удар наносится в лоб. Одной из причин большей эффективности флангового и косоприцельного огня является то, что плывущие к берегу корабли вероятного противника вытянуты в длину перпендикулярно береговой линии. Если стрелять фронтальным огнем в лоб, то попасть в цель труднее, нежели чем при стрельбе тем же косоприцельным огнем сбоку. Итак, 3 капонира – юго-восточный, юго-западный и северо-западный, выходящие за пределы пятиугольника. Внутри его находится огороженный со всех сторон двор. В тыльной, или как ее называют горжевой части форта, был выкопан ров, через который для въезда-выезда соорудили подъемный мост. Также там находились двухъярусная караульная казарма со складом внизу, площадка для построения гарнизона, склады, горжевой капонир и другие помещения. Из того, что известно по вооружению. До 1914 года форт был оборудован 210 мм пушками, а во время Первой мировой войны форт защищали зенитные пушки калибром 76,2 мм. Сам форт за всю свою жизнь не вел активных боевых действий, но в боевой готовности был. Например, когда в 1914 году во время Восточно-Прусской операции германские войска потерпели поражение от российских. Или в 1920 году, во время Советско-Польской войны, когда отдельные подразделения маршала Тухачевского вступили в пределы Восточной Пруссии.
В конце Великой Отечественной войны форт служил крупным опорным пунктом, но так как оказался в полном окружении, то капитулировал незадолго до общей победы над немцами. В настоящее время форт хоть и является памятником истории регионального значения, но по нему этого не скажешь. Год за годом мы его теряем. Именно поэтому видео о нем, хоть и коротенькое, хоть и без экшена, я выложил на этом канале. Дело в том, что немцы, когда строили форт, не учли, что море будет приближаться. И хоть и был выполнен ряд берегоукрепляющих манипуляций, их оказалось недостаточно, и в настоящее время море постепенно обрушает части форта в себя. Плюс в дело разрушения форта вносят местные жители, уносящие кирпичики себе. Так что если не заняться этим фортом, то скоро его не станет. А пока что давайте посмотрим, что осталось от этого фортификационного сооружения в июне 2015 года. Погнали! Дует такой относительно умеренный, ближе к сильному ветер, поэтому, если что, заранее прошу прощения за помехи в микрофоне. Мы подходим с обратной тыловой стороны этого форта, которая в свое время была защищена вот таким вот рвом, прокопанным вдоль вот этой всей стенки. Но сейчас ров, как видите, где-то зарос, где-то наоборот подтоплено вполне себе прилично. Проходим дальше внутрь. Через то место, через которое мы сейчас будем с вами входить в форт, был раньше перекинут подъемный мост, но от моста подъемного ничего не осталось, кроме, разве что вот всяких разных закладных, в которых были конструкции для его удержания. Цепи, металлические закладные, но сейчас они особо там не видны. Ну а пройдя внутрь, мы с вами видим колеса, через которые раньше, видимо, перебрасывались цепи или тросы для подъемного механизма. Так что что-то осталось, и это очень радует. Мы находимся во внутреннем дворике этого форта. Этот форт является частью фортификационных сооружений крепости Пилау, которая находится с другой стороны пролива. Ну а предназначался этот форт западный для прикрытия боевого этого пресловутого пролива. Потому что любой пролив, особенно в Калининградский залив, как большой водоем, имеет свое стратегическое значение. Нужно охранять. Балтийское море, господа, и остатки укреплений форта Капониры. А мы с вами идем по его верху. Светленький кварцевый песочек. Немножко техники безопасности там шла. При нахождении на борту, и подобных сооружениях, естественно, надо смотреть под ноги. Конечно, этот провал весьма откровенный, и не заметить его, наверное, только слепой не заметит. Но, тем не менее, можно зазеваться. И, смотря на красивое море, на красивую вот такую вот перспективу, уходящую вдаль, можно стегануть вниз. Но не только в этом заключается опасность. Обвалы, подмытие. Смотрите, вода снизу работает. Работает она отрицательно для сохранения форта. И обратите внимание, опадающие кирпичи, а сверху слой земли постепенно падают. И если я сейчас подойду близко к краю, то я рискую улететь благополучно вниз. Поэтому, ребята, также здесь будьте аккуратны, близко к краю не подходите. Минутка безопасности закончена, пойдемте дальше прогуляемся по верху, а потом спустимся в самый низ. Забравшись наверх, я включил свою GoPro и снял для вас окрестные виды. Дует довольно сильный ветер с моря, и потому решаем проблему под названием «Ничего не слышно» с закадровым текстом. Итак, мы с вами идем по земляному валу, под которым как раз находятся остатки казарм, пороховых и артиллерийских складов и других помещений. Прекрасно виден внутренний двор и дальняя гаражевая часть. С обратной стороны видно, как работает море, постепенно уничтожая этот памятник архитектуры. Пройдет не так и много времени, и форт западный уйдет на дно. Как всегда, некое подобие лестницы для беременных, как я их называю, с такими огроменными ступеньками. Но, может быть, ее суть была не как лестница, но, тем не менее, я ее вполне воспользовался. Спустился вниз. Давайте зайдем внутрь, где были казармы и склады.
К сожалению, мне всегда вот это все очень печалило. Всегда печалило то, что народ приходит попить пивка, но это да ладно еще. То, что с собой не могут унести пустые бутылки, которые легче, это грустно. Еще нужно быть аккуратным, потому что мины, ахтунген, мины, сюда, видимо, забраживают коровы, заходят. И поэтому запах несколько соответствующий. Это просто непередаваемо. И очень хорошо, что камера не передает запахи. Иначе бы вы запачкали мониторы. ДМБ-83. В те времена этот город, эта коса были еще закрытым для доступа гражданских объектам. Ничего себе, Суржик – это имя или фамилия? Ну и вообще я знаю, что Суржик – это диалект украинского языка на Восточной Украине. Остаточки петель бронедверей. Раз и два. Дверей самих, к сожалению, нет. Мы сейчас с вами зашли в эту дверь и вышли отсюда. Пока что я еще не особо понял, как они тут соединяются, эти двери между собой, но внутри не везде есть сквозные проходы. Я захожу в третью дверь. Я бы прошел мимо нее, пошел бы дальше, если бы не узрел, что там ведется очень хороший такой и длинный тоннель. Давайте, естественно, по нему пройдем. При этом внимательно смотря под ноги и не забывая внимание обращать на потолок, потому что сверху тоже может что-нибудь торчать нехорошее. Дабы не сильно портить вам аппетит, я не буду показывать мину коровью, лепешку, блин. Но как она сюда прошла, точнее, ладно, понятно, как она прошла, я здесь корову вообще просто не очень представляю в этом всем тоннельчике, потому что, как видите, ну, габариты его так, ну, там, в 2,5 меня, то есть корове путь был только прямо. На просторах интернета я нашел ЖЖ одного товарища с отчетом по этому форту. Он запечатлел возможную виновницу этих событий. Смотрится крайне экстравагантно. Давайте посмотрим, куда она тут в итоге-то ушла. Блин. По-моему, она от страха эти мины роняла. Вот здесь, наверное, она, обдирая бока, прошла. А здесь она развернулась, скорее всего, и ушла обратно. Жесть. Этот ход подземный приводит к нам к таким вот спрятанным окошком. Ну, почему спрятанным? Просто таким низеньким. Сейчас я постараюсь аккуратно вылезти и показать вам с обратной стороны, где я вообще чего как оказался. Фу. Итак, вот, пожалуйста. Это, видимо, называется как раз капониром. Такое вот ответвление. Красота. Как раз там с вами мы сейчас сверху гуляли. Ну что ж, давайте вернемся обратно. Ну, уже, наверное, только по верхней поверху. Потому что ходить в этом минном поле, честно говоря, мне почему-то не хочется. Удивительное дело, да? На этот раз мы с Андрюхой разделились, потому что у нас невольно так получается, что мы вдвоем вечно примечаем что-то одинаковое, как-то групповая работа мозга. И получается очень одинаковое видео, поэтому он ходит, что-то свое снимает, я что-то свое. Соответственно, его версию посмотрите у него на канале. Ссылочка в описании к видео. А сейчас мы с вами идем вдоль, ну, скажем так, внешней стены. Я так понимаю, называется грожевая часть форта. Большое количество вот этих вот дверей предназначалось для склада, караульного помещения. Тут было 3 склада: колодец, канализация, караульное помещение. Естественно, подписей никаких нету, поэтому что есть что, я вам, честно говоря, не скажу. Но зато вам могу показать, как море делает свою работу день за днем, месяц за месяцем, год за годом, окатывая камни и сглаживая углы до вот таких вот округлостей. Ох-ох-ох! Очень аккуратно, ребята, очень аккуратно. Смотрите, какие трещины. И снова остатки петель. Здесь, наверное, были какие-нибудь ставни, я не знаю, бронеставни или обычные, или решетки просто. С одной стороны, с другой стороны. Двойной пакет, однако, был. С противоположной стороны форта, вот мы с вами заходили в эту третий проем, уходили по тоннелю, капониру. Находится такой же капонир, тоннель, который уже не совсем тоннель и немножечко подразрушен и омывается водой Балтийского моря. Ну что, предлагаю вам еще посмотреть на разрушенную переднюю часть порта снизу, насладиться немножко морем, и мы поедем дальше изучать укрепления, находящиеся на Балтийской косе.
Завязал шнурок, go! Мои поездки, как правило, проходят по следующему сценарию. Я составляю примерный маршрут, у которого есть одна основная и некоторые второстепенные цели. По основной цели я ищу информацию, готовлюсь, ну а к второстепенным подготавливаюсь уже как получится. Дело в том, что далеко не факт, что я их посещу, и забивать и без того забитую голову лишней информацией абсолютно не хочется. В этой поездке основная цель – лагерь дождевого червя. Форт же был просто по пути. И монтируя видео, ища информацию, я понял, что находясь там, не показал еще некоторые интересные моменты. Например, сам бетон, или клейма на кирпичах, или колодец во внутреннем дворе. Но главное, что я рассказал вам об этом, и если вы побываете в этом месте, то, посмотрев это видео, будете подготовлены больше, чем я тогда. И это хорошо. Ну вот такая вот кратенькая прогулочка по форту Западный. Я надеюсь, вам понравилось. До следующих встреч, до следующих видео. С вами был МШ. Лайк и подписку на канал не забываем.